Друзья, всем привет! Необычные находки в собственном дворе. Средневековые сокровища. В 2007 году Андреас, житель Австрии, нашел у себя на заднем дворе сокровищницу с 200 драгоценностей, броши, кольца. Мужчина положил найденное в ящик, отнес в подвал, а потом и вовсе забыл о ней на 2 года. И вспомнил о ней, когда собрался переезжать в другой дом. Когда эксперты осмотрели драгоценности, оказалось, что их возраст около 650 лет. И мужчина абсолютно безвозмездно передал находку городскому музею. Про автомобиль Феррари я вам уже рассказывала. В 1978 году, копаясь в земле на заднем дворе дома в Лос-Анджелесе, 2 детей нашли автомобиль Феррари. После того, как полиция выкопала машину, было установлено, что авто числится в угоне. Предполагается, что кража машины и ее последующее захоронение было частью страховой аферы. Панцирь доисторического броненосца. Хосе Антонио Невес, житель Аргентины, обнаружил около своей фермы огромное черное яйцо динозавра. Как он сам тогда подумал? Оказалось, что это был панцирь глиптидона, доисторического броненосца размером с небольшой автомобиль. В панцире обнаружено отверстие, которое, скорее всего, было проделано другим таким же существом во время схватки. Метеориты аж 6 раз подряд. Этому человеку вообще ничего не пришлось искать. Согласитесь, вероятность того, что в ваш двор упадет метеорит, крайне мала. Но во двор жителей Боснии они падали целых 6 раз. Ученые из Белградского университета подтвердили, что камни действительно метеориты. Бомбоубежище в отличном состоянии. Когда Крис и Колин от Кассик приобретали дом в Калифорнии, они знали, что во дворе есть бомбоубежище, которое было построено в разгар холодной войны. Его сделал для себя инженер, который жил в этом доме. Конечно, Крис и Колин подумали, что прошло много лет и от него уже ничего не осталось. Но они ошибались. Убежище сохранилось в идеальном состоянии, и в нем абсолютно нетронутыми хранились снотворное, салфетки, консервы, банки с кофе, журналы, кости индейца из прошлого тысячелетия. Жутковатую находку нашел в 2014 году 14-летний житель Солт-Лейк-Сити. Мальчик копал во дворе яму для пруда и наткнулся на кости, которые лежали в земле. Отец сразу же позвонил в полицию, и экспертиза показала, что они принадлежат американскому индейцу, который здесь жил около 1000 лет назад. Раскопки во дворе дома продолжили, и там нашлось целое индийское захоронение. Один из самых больших кладов в истории США. В 2013 году 2 супругов обнаружили клад у себя во дворе. Они увидели ржавую коробку сначала, которая торчала из земли, и там оказались золотые монеты. Во дворе было закопано еще 8 коробок с монетами, которые были выпущены с 1847 по 1894 год. Их номинальная стоимость равнялась $27 980. Монеты отлично сохранились, и было видно, что они даже не были никогда в обращении. И большую часть монет супруги продали на аукционе. Останки динозавра. В 1997 году Джон Ламберт решил построить вокруг дома забор. Когда он копал землю, его лопата наткнулась на большую кость. Он не придал находке значения, отнес в сарай и забыл про нее на 16 лет. В 2013 году мужчина все-таки решил отнести находку специалистам, и оказалось, что это кость огромного морского ящера, который жил на Земле от 60 до 250 миллионов лет назад.